Зрители, подписчики, добрый день. В общем, ребятки, приболел я. Полазил тут, Полазил тут в машине. В общем, так, на 3 дня вывалился. Вот, ну так вроде подотлыгал. Сейчас, что покажу дальше. В общем, я тут в кабине просто такой срач, что просто труба. В общем, доделал я так немножко заднюю стенку. Ну, до половины тут спереди кусок остался. Вот этот. Сейчас покажу. Сейчас палку. Буду сейчас немножко тут швы позаделывал. Поставалась у меня такая. До хрена у меня ерунды там детской. В общем, с нее сейчас. В общем, сейчас все буду показывать, что химичу. В общем, зашил я эту всю часть. Вот, осталось мне передний кусок сделать, и все. Позаматывал швы. Где швы все шли. Это герлен с утеплителем. Прошел, и уже такого звука нету. Вот. Хотя тут будет лежать. В общем, потом дальше что показываю. Есть у меня такая ерунда. У нее просто дохренища. Вот. Сейчас ее буду использовать. Какая разница, что идти покупать, что ее бахать. В общем, сейчас хочу здесь ей сделать. Ну, в общем, сейчас смотрите, что. Смысл весь в том, что вот эти швы, которые здесь пойдут, по низу я проклеил, то есть сюда уже влага попадать не будет, а если даже и попадет, то у нее будет возможность уйти в дренажи. В общем, сейчас буду вот эту фигню ложить, потом дальше показывать. В общем, такой у меня детский сад получается, блин. Чтобы вы поняли, по материалу, вот такая хрень, как пенорезина. Вот, очень плотная, коврик. Ну, мне ее оставалось, блин, что надо будет валяться. Вот, надо использовать все. То есть забабахал сейчас, получается, вот этой как пеной, поняли, да, пенорезиной. Вот, сейчас, что я делаю, у меня еще вот такой есть утеплитель. Вот такой. Сейчас я сверху катану. Все это проклею. Катану ее, чтобы щели не было. Сверху уже фанера будет лежать. В любом случае хуже не будет. А использовать ее надо. Так она будет у меня просто валяться, да и все. В общем, такое кино. В общем, я тут в кабине просто беспредел, блин. Полный беспредел, ребята. Помним молодость, да? Сейчас набрызгаю, надо с кабины валить, блин. Иначе, блин, будет караул, тревога. Надыхаюсь, напыхаюсь, блин. И так после болезни, блин. И так, ребята, после болезни, блин. Не знаю, там кто-то писал, что-то там мало его хватает. Вообще хватает его на до хера, ребята. Этот баллончика. Так. Одному, конечно, просто ни хера неудобно. Не придержать.
и задержать. Вот. И получится, то есть вот эта подкладка, это под теплый пол идет. Сейчас мы зафигачим. Телефон не засрать, блин. А то будет, блин. Все как надо, блядь. То есть эта пенорезина, она вот на охоту, когда ходишь на рыбалку, подкладывают. Можно на земле спать. Ни хрена не происходит. Сейчас мы ее заляпаем. Смотри, уже шарабан такой нормальный. Вот этой херни, блин. Вот, а сверху постелится фанерка. И все. Будет все в огнях. Надо тряпку какую-то взять. Рука может стелиться. Вот, хочу сюда фанеру постелить, а потом на фанеру уже видно, что будет. Какой-то типа ковроина. Так. Ну, клеем как бы можно было ее не обязательно, но дело все в том, что решил ее чуть клеем пройти. Почему? Потому что приклеится, меньше будет играть. Какое оно вонючее. Надо будет потом, конечно, дать всей этой херне выветриться. Потому что скоро начну улыбаться. Ну, все. Я думаю, достаточно этого будет для утепления с палочки. Фух. Так, сейчас прикрепилось и чухать отсюда, что оно воняет. Это мы ножик будет взять и ножиком это все вот этот край подрезать. Вот. Ну а так я вам скажу, ребята, все четко. Во-первых, слой
получился. Фанера ляжет и уже звука ни хрена не будет. Все придается. И все. В общем, нахерячил. В общем, пошел пока. Открываю дверь. Пусть оно все это проветривается, блин. В общем, такая программа, блин. Потому что если делать с этой фигни, она слишком тонкая получается. Эффекта не будет никакого. Вот. Тем более здесь ящик теплый, там теплый будет. Вот тут будет кусок, только лишь не теплого. В общем, осталось кинуть только теплый пол. Как говорят, сантехник в деле, да? Ну вот потихонечку преобразовывается. Вот. Пойду я, блин, дальше что-нибудь крутить. Так, достал я фанеру. Она не толстая, там пятерочка, наверное, не знаю. Шестерочка, хрен его знает. В общем, нормальная фанера. Не мерил я ее. Сейчас мне ее надо отрезать, приготовить и туда в палку шурануть. В общем, такое кино мне тут с этой фанерой. Чем-то ее сейчас отрезать надо. Так, что мы имеем? Вот такие отверстия вырезал под воздуховод. Так, и на вот этой фанерке тоже вырезал под этот отверстие. Так, здесь все это обработал, чтобы не было ни заусениц, ничего. В общем, мне это тоже кино не нравится. В каком плане хотелось бы, ребята, ее соединить, чтобы она не играла. Вот. Чтобы она не играла. И еще засандалить уголки, чтобы ее можно было закрепить. Хотя бы в нескольких местах. Сейчас будем что-то думать. Ну, в общем, ребята, на сегодня филе-комедия. Вот такие уголочки я подготовил. Обточил их. Начал все это дело. Все потом опустится и потом засверлить. И можно саморезом уже взяться за стенку, чтобы просто она не гупала, не грюпала. В общем, вся ситуация в том, что у меня саморезы клепки есть. Вот такие, но они короткие. Вот, надо чуть-чуть подлиннее. Вот такие. Вот таких у меня нет. А у меня получается их 8 штук на 2, 16. Ни хрена не хватит. И, соответственно, еще проклепать между собой. То есть, сейчас я вам покажу, как оно все это будет. Идет дождь. Ну, в общем, хочу сделать вот так. И, соответственно, вот эта херня, она пойдет вот так. Все, сейчас буду заносить. А то и так после, блин, температуры, блин, и что-то это. В общем, вот такая спалочка будет. Ну, по крайней мере, ходить уже можно будет по этой фанере. Ну, в общем, такая канитель. И вот эту часть тоже хочу между собой взять, чтобы она не играла. Ну, то есть это ерунда, что она так вот. Мне не нравится. Есть у меня в хламе алюминиевые алюминиевые вот жалюзи. Вот она, алюминька. Ее нужно будет порезать и спокойно заклепать, она уже играть не будет. Так, ну вот, 2 аккумулятора, как на всех нормальных автомобилях. Так, это основной аккумулятор на 12 вольт отсюда идет. Приходит провод один с генератора, потом вот этот, по-моему, на кабину идет, еще куда-то идет. Это я брал куда-то дополнительный, не помню уже. Вот, это плюсовая клемма. На минусовой клемме здесь идет
Так, это что у нас? Это масса основная. Это минус на тахограф. Так, дополнительный аккумулятор. Дополнительный аккумулятор. Основная плюсовая клемма, которая идет на стартер. Эти два провода. Один приходит с ТВБ, с трансформаторно-выпрямительного блока. Заряжает он его. Этот провод идет на управление реле стартером. Вместо реле стартера у меня стоит бычковский контактор. Он помощнее. Вот. Перемычка. С минуса второго аккумулятора на плюс первого идет. Все как обычно. Так, это что? Это идет минус на трансформатор тоже. На трансформатор. Так, эти два проводочка, это я ставил дополнительный вольтметр. Второй, чтобы контролировать зарядку и состояние второго аккумулятора. Он, в принципе, не обязателен, но, как говорится, лишней информации не бывает. Ну, тут такой вот пучок проводочков. Ну, в общем-то, все по делу. Вот, если надо будет подробности, я тебе подробно могу сфотографировать и каждый провод описать. Так, ну тут, в принципе, система простая. Все, два аккумулятора заряжаются от одного генератора 14-вольтового. Основной аккумулятор заряжается, как обычно, через реле-регулятор. Вот. А дополнительный заряжается, как я уже вот показывал, берется вывод из генератора с диодного моста и выводится на трансформаторно-выпрямительный блок. То есть во второй аккумулятор заряжается от ТВБшки, трансформаторно-выпрямительного блока. Все предельно просто. Я говорю, единственное, что нужно протянуть вот этот вот проводочек на ТВБ. И с ТВБ, и с ТВБшки, там я не помню точно, 2 или 3 провода, это уже надо по клеммам. Нет. Да, там, по-моему, плюс и минус на дополнительный аккумулятор выводятся. Вот эти вот провода, вот они вот у меня идут. То есть, в принципе, ничего тут сложного такого нет. Ну, конечно, если ты сам не алё в электрике, лучше найти электрика какого-нибудь, кто шарит в этом во всем. И с ним сделать, конечно. Вот. Еще что еще могу здесь тебе сказать вообще на будущее? Здесь вот у нас стоят на обычных машинках репризбовые. Я сюда поставил сайлент-блоки с Kenworth 2000. Совсем другой ход у машинки стал. Такую вот вещь еще можно сделать. Ну, по ходу стало уже совсем другой ход у машинки. И минус 6 точек смазки. Вот. Как-то
как-то так вот. Да, что еще хотел-то я добавить? Эта система, про которую я рассказывал, эта система стояла, работала и работает на ЗИЛ 133 ГЯ, ЗИЛ 4331 и на тракторах Кировец. Ну, на Кировцах я не знаю, что там стояло у них для зарядки второго аккумулятора, но, по-моему, не ТВБ. А вот на ЗИЛах там вот стоял ТВБшка. На бычках на первых годов выпусках стояла ТВБ. И все работало прекрасно, отлично. Вот. Потом уже начали ставить какую-то электронную хрень, и приходилось, то есть один аккумулятор заряжался, второй аккумулятор не дозаряжался. Такая вот петрушка. Я с этой системой общаюсь уже почти 20 лет. Вот на ЗИЛу 4331 откатал 8 лет, больше 500 000 на километр прошел. На вот этом автомобильчике 11 лет уже. Бля, ну вообще никаких проблем, вообще. Настолько надежно, это все просто и надежно. Я не знаю. Для американцев, для американских автомобилей, вот кто переделывает подмазовский движок, вот это все, я считаю, что это самая оптимальная система. ЗИЛ 4331 и 133 ГЯ 12/24. Все потребители остаются 12-вольтовые, ничего переделать не надо, никаких преобразователей не ставить, ничего. Все сказка просто. Единственное, что нужно, это ТВБшку найти. Вот. Но ТВБшка, я говорю, это вещь настолько, ну, практически вечная и неубиваемая. И найти при желании ее можно. Вот как-то так, парни. Всем удачи. Так, это для Саши с Оренбурга. Ништячков который. Саш, вот я тебе обещал скинуть видео. У меня стоял 90 амперный раньше генератор. Потом, когда я кондиционер поставил, мне стало немножко не хватать его. Вот по лету. Вот я поставил от газона Next на 140 ампер. Так, смотри. Переделки какие здесь по этому генератору. Вот электрик мне вывел с диодного моста 3 провода. Вот они, это идет на ТВБшку. ТВБ это трансформатор, трансформаторно-выпрямительный блок. Вот, проводочки идут. Идут, они приходят на трансформатор. Вот он трансформатор. Я потом отдельно тебе его покажу, что он из себя представляет. У меня есть там пара запасе. Вот. Здесь у меня сзади стоят предохранители на включение вентиляторов на основной радиатор. Потом на стопы предохранитель. Расширительный бачок здесь камазовский такой усиленный, потому что стояли круглые, что-то мне не понравились. Какие-то они
маленькие. Вот, еще раз за гофру ты с гофрами мучаешься. Вот, тоже каждый год я менял. Потом с нержавейки поставил. И все. Я про это забыл. Вот лет 6 уже, наверное, она у меня стоит. Вот. Все в нормальном состоянии. Вот. КамАЗовский ящик аккумуляторный стоит на 2 аккумулятора. Вот. Все это справляется вполне. Все работает, вся система нормально. Ничего тут сложного нету такого. Вот. Вот такой старичок у нас. 30 лет в этом году. 92-го года выпуска. Стоит русское сердце. Турбинка. Осушитель. Корпус воздушного фильтра оставил родной. Такой вот здоровый стоял. И он, в принципе, стоял под кабиной. Я его не стал куда-то выносить. Компрессор стоит ПК-310 со своим фильтром вольвовским. Так, компрессор кондиционера поставил. Ремешок на зиму снял за ненадобностью. На охлаждении стоят 4 жигулевских вентилятора. Управляются 2 датчиками. Правая сторона, левая сторона. Это радиатор кондиционера. Осушитель кондиционера. Релюшки на управление вентилятором кондиционера и компрессором. Так. Так он выглядит спереди. Трубочка с нержавеечки гофра, вот это вот лет 6 уже стоит без всяких проблем. Здесь у нас на клиньях. Так, вот смотри, вот это ТВБшка, трансформаторно-выпрямительный блок. Вот он что из себя представляет. Вот этот, по-моему, 90-го года, который у меня стоит на машине, тут вообще 88-го или 89-го. Вот он, вид у него немножко такой весь окисленный, потому что стоял, блядь, открытым он у меня. Вот. Грязи немножко нахватался, блядь. Но рабочий он, тем не менее, блядь, вещь практически вечная, неубиваемая, блядь. Вот. При желании можно его найти, купить. Вот. Я думаю, что не так уж дорого, блядь. Вот, если надо, я могу там по своим канальчикам пошукать. Вот.
что можно отыскать его. Б батарея первая, батарея вторая. Дин-дин-дин. Это вот от генератора приходит. Такая вот вещь. Номер есть какой-то. Номерок видно, не видно. Видно. 14 вольт, 8 ампер он выдает максимально. Вот такая вот станция. Нужна для нормальной работы системы. В общем, ребята, на сегодня, наверное, хорош. Итак, блин, сегодня с бафом проковырялся, там туда-сюда, блин, там стопаки под машиной налазился, блин, нос завалило, уши задавило, блин. В общем, пишите комментарии, до новых встреч.